Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я хочу немножко отойти от темы миропутешествий и поделиться, я думаю, немаловажной информацией, такой как по замене тазобедренного сустава, так как я прекрасно понимаю, как трудно решиться на операцию, и что перед операцией возникает немало вопросов, на которые трудно найти ответы и у врачей, и в интернете. Вот прошел год, как я заменил тазобедренный сустав, и на все свои вопросы я нашел ответы. Также хочу поделиться с вами. Может, в этом видео кто-нибудь для себя что-нибудь найдет и подчеркнет. Я вам расскажу, конечно, свою точку зрения, что конкретно мне помогло, а вы для себя уже должны сами определиться и сделать выводы, так как организмы у людей разные, и то, что одному может помочь, второму может навредить. Вот некоторые вопросы, которые я подчеркну, постараюсь ответить. Как отсрочить замену тазобедренного сустава, минимизировать боли, ну и параллельно излечиться от других недугов. Стоит ли менять сустав и когда это лучше сделать? Где и кому довериться делать операцию? Какое самочувствие через год после замены тазобедренного сустава? И с чем сталкиваются путешественники? И что нужно иметь с собой в аэропорту? Итак, начнем. Сустав впервые начал меня беспокоить лет 15 назад, тогда я еще жил в Карелии. Начал обращать внимание, что амплитуда движения была на одной ноге хуже, чем на второй. Был дискомфорт в суставе, при перегрузках были боли, но не острые, правда. Где-то в течение года мучился, потом начал обследоваться. Вердикт врачей был неутешительный, коксартроз второй степени. Оказывается, он у меня был с детства. В детстве была травма, но я не помню. Да и по молодости всех болячек этих не замечаешь. В течение 3 месяцев интенсивно лечился. Физкультура, магнита, массаж, водные процедуры. Всего даже и не упомнишь. В итоге при разговоре с одним профессором он мне сказал, что коксартроз не излечивается. Все эти процедуры лишь замедляют разрушение сустава. Все равно рано или поздно операция. На мой вопрос, сколько мне примерно осталось до операции, он ответил максимум 5 лет. Если я буду щадить сустав, заниматься физкультурой лечебной, поддерживать в такой форме. На мой вопрос, почему так мало, он ответил, что с такой патологией на его практике женщина тянула 8 лет. Так что, дорогой профессор, не помню его имени, я побил рекорд. 15 лет. Лет 5 я остерегался нагрузок на ногу, не давая ей перенапрягаться, но лечения никакого не делал. Также был дискомфорт и чувствовались боли, но терпимо. Вернувшись домой, я сделал ремонт в бане и обратил внимание, что после парилки мне становилось легче. Боли уходили, движения были не слишком скованными. И вот я почти 9 лет каждую субботу старался не пропускать, парился. И не просто парился, а парил именно больной сустав, лежа на здоровом боку. Конечно, неудобно, но приспособиться можно. Парил веником минут по 5, в 2 захода. Как приходил, распаривался, потом мылся. И на завершающей стадии хорошенько распаривался, и потом еще холод. Обливался холодной водой, но по большей части внимание уделял обливанию тоже сустава. В зимний период растирался снегом. Сустав растирал, и сам растирался. Набирал 2 ведра снега и растирался. Поначалу все жгло, было неприятно, но через месяц-два ты привыкаешь, и все входит в норму. И таким образом до самой операции я не употреблял ни одной таблетки обезболивающей. Но врачи с трудом в это верили. Слишком уж скверно было все на снимках. Сейчас я попробую показать снимки. Вот с левой стороны разрушенный сустав, на нем я делал операцию. А справа уже тоже начался коксартроз 1-2 степени. Ну, об этом я попозже расскажу. Да, вот еще что.
Перед операцией нужно было сделать УЗИ вен нижних конечностей. Так вот, у меня они, как сказал врач, были в идеале. А вот лет 7 назад были проблемы. Еще простудное заболевание. За все эти годы я всего болел по памяти раза 2. И делаем вывод. Я сумел отсрочить операцию, избавился от проблем с венами и практически не болел простудными заболеваниями. Вот плавно перешли ко второму вопросу. Стоит ли менять сустав и когда лучше его менять? На период замены сустава самочувствие у меня было удовлетворительным. Боли были при нагрузке, которые я по мере возможности избегал. Таблетки, повторяюсь, я не употреблял. Амплитуда движения была не айс, как на здоровой ноге, так и на больной, но к этому привыкаешь. Одним словом, по самочувствию я себя чувствовал как 10 лет назад, за исключением, что последних 2 года нога стала укорачиваться из-за износа сустава, и на момент операции укорочение составляло 2 сантиметра. Поначалу я подкладывал пяточник, но он был до сантиметр. Потом заказывал ортопедические стельки. Пяточка была 2 сантиметра, а носок сходил на 0. Да, вот еще забыл одну важную информацию, что после операции посещение бани и парить сустав это категорически запрещается. Там только через 3 месяца можно посещать баню и париться, и то сустав там, по-моему, можно через полгода, и вообще его не рекомендуется в ближайший год парить. Передо мной стал вопрос об операции. Делать или дальше так жить? Я начал ездить по врачам, областные, республиканские центры. Консультаций было не менее 10 за полгода. С кем только не консультировался, да и интернет не помогал. Одни врачи говорили, что все, предел, тянуть бы дальше нельзя, надо под нож. Вторые, ты ходишь на своих ногах без палочки, лучше тянуть по максимуму. Я был в замешательстве, пока не попал на консультацию к Кобелевичу Олегу Михайловичу. Вот это поистине врач от Бога, который спокойно все разъяснил, показал на макетах и фото и сказал, что все врачи правы по-своему по замене сустава, что выбор остается всегда за пациентом и решение принимать только ему. Но самое главное, он проконсультировал меня очень понятно, в отличие от других врачей, что я сделал свой правильный выбор. Он пояснил, что конечно, лучше оттянуть операцию и оставаться на своих ногах, но минус в том тогда, что сустав изнашивается, и тогда чашку трудно будет закрепить. Нужно дополнительно вкручивать болты, саморезы, да и операция по установке усложняется. Второе, из-за укорочения и хромоты, какая бы ни была ортопедическая обувь, нагрузка идет на здоровую ногу. Из-за этого изнашивается второй сустав, что в моем случае и произошло. Еще меняется и осанка. И вот сейчас, пройдя год после операции, я до сих пор не могу избавиться от хромоты и выровнять его осанку, так как это уже вошло в привычку. Пояснения врача были настолько понятны, что я принял сразу решение, что мне уже пора делать операцию. Вот подошли к третьему вопросу. Где делать операцию и кому довериться? 3 месяца у меня ушло. Рассматривал варианты, в какой делать стране. Рассматривал Чехию, Израиль. В Чехии запросили 7-9 тысяч долларов. В Израиле 20. Это очень дорого. Я обзвонил наши все клиники, просмотрел интернет и сделал вывод, что у нас врачи не хуже, чем за границей, даже лучше. Особенно военные хирурги-травматологи, потому что в полевых условиях во время боевых действий они сотворяли такое, что те даже на зарубежном оборудовании не смогли бы сделать. Так, вот только 2 плюса, что там зарубежное оборудование и там ответственность полностью несет врач. Что делает? Это его репутация клиники. Так что там, можно сказать, ты застрахован. Потому что ответственность ложится на клинику, а у нас все зависит от порядочности врача-хирурга, каких у нас считанные единицы. Если что-то пойдет не так, ну, извините, не получилось. Исходя из того, что за границей
такие суммы, да и у нас врачи есть толковые, то я остановился на Белоруссии. С хирургом-травматологом я определился сразу после консультации. Это Белевич Олег Михайлович. Хотя не только рассматривал этот вариант. Один известный травматолог в Беларуси, не буду называть его именем, он узнает себя сам, если посмотрит это видео. И пусть будет ему стыдно по отношению, по такому отношению, как он относится к пациентам. Цитировать весь разговор я не буду. Вот только один вопрос: какие гарантии, что операция пройдет успешно, он ответил: пусть гарантии дает Бог, а у меня даже летальные исходы были. Как после таких слов ложиться под нож к нему? Он не отрицает летальных исходов в операции по замене сустава. Я понимаю, что операция сложная, но это ведь не жизненно важные органы. Вот делаем вывод. Операцию можно сделать где угодно, все зависит только от врача и его отношения к работе и пациентам. Если он понимает и входит в ваше положение и вселяет оптимизм, то все будет хорошо, и вам повезло. Так, ну вот теперь я расскажу немного о своем состоянии через год после замены тазобедренного сустава. Операция у меня была 13 декабря 2019 года, которая прошла хорошо. Длилась она где-то 2 часа. Самочувствие было превосходное. Когда после операции привезли в реанимацию, я там провел 2 часа и попросился в палату. На 3-й день начал вставать на костыли, потихоньку расхаживался. 26 декабря меня выписали из больницы, что Новый год я провел дома. После Нового года, 21 января, я отправился в реабилитационный центр. Это здорово мне помогло в разработке. Так что проситесь, не отказывайтесь, если будет такая возможность. Хотя сейчас с коронавирусом вряд ли будут отправлять, потому что у меня была запланирована вторая реабилитация через 3 месяца, и мне отказали из-за пандемии. Через 2,5 месяца я бросил костыли и перешел на палочку. Болей сильных не было, но тяжело было разрабатывать сустав. Надо было постоянно делать зарядку с увеличением нагрузок. Вся поэтапная реабилитация, она есть в интернете. Сустав можно сравнить с маятником, который раскачивается. Нужно раскачать для хорошей работы, постоянно увеличивать нагрузку. Одним словом, все шло планомерно и без патологии. Через 3 месяца я съездил к своему доктору, который делал мне операцию, на консультацию. Он сделал мне снимок и сказал, что стоит как влитой, проблем нету. Вот еще один плюс, что в любой момент можно обратиться к Олегу Михайловичу, и он никогда не откажет в помощи, в отличие от местных врачей, которые даже не знают, сколько после операции и зачем носить эластичные бинты. Одним словом, связь постоянно поддерживаю со своим лечащим врачом. С палочкой я проходил немного, не более месяца, потому что чувствовал, что могу самостоятельно ходить. Мне так и врач сказал: ты поймешь сам, когда можешь обойтись без трости. До 6 месяцев я задумывался о суставе, что стоит инородный предмет. А через полгода, можно сказать, жизнь наладилась. И о нем я только вспоминал на прогулках, когда пытался восстановить осанку и избавиться от привычки хромать. А через 9 месяцев я полетел на отдых в Египет, о чем у меня есть отдельное видео и ссылочка внизу. Так, возник вопрос, как проходить через арку металлоискателя, если у тебя металл в ноге. В больнице выдают справку, что-то типа справки, листок с указанием маркировки протеза, она на английском. Но мне что-то не очень верилось, что она прокатит, поэтому вылет взяли недалеко от дома. Но все обошлось. Когда начал пищать металлоискатель, я предъявил таможенникам эту справку. Мне посмотрели, пропустили. Проблем не было. Вот в Египте было пристальное внимание. После арки металлоискателя меня еще отдельно досматривали ручным металлоискателем, именно вводили по ноге, где стоит сустав. Но то же самое, как бы проблем не было. Так что летайте смело. Наши пропускают, а за границей просто немножко пристальнее внимание. Но самое главное, эта справка должна быть всегда с вами. Потому что за границей, где есть металлоискатели, нужно будет обязательно предъявить. Да, вот еще что.
Чтобы не потерять, сделайте копию. Обратно я летел по копии, и она прокатила, никаких проблем нету. Сейчас я покажу, как она выглядит. Вот так вот выглядит эта справочка. Последняя. Итак, делаем итог вышесказанного. С операцией торопиться не надо, но и сильно затягивать тоже не стоит. Если вам попадется отличный врач, как и мне, то он всегда вам подскажет, как лучше и когда лучше это сделать. Потому что у каждого индивидуально, и все это надо смотреть по снимкам. Так что, дорогие друзья, может это видео для кого-то будет полезным, и кто-то подчеркнет для себя что-то. Мне будет приятно, если я кому-то помог. Пишите в комментарии, если возникли вопросы, с удовольствием отвечу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Берегите себя и своих близких. До новых встреч на путешествиях.